Привет, Kickstarter! Это наш уже 11-й апдейт для вас о нашем проекте, о лайтпаке. В камеру говорю я, на заднем плане у нас в игрушке играет Тимур. Тимур, поздоровайся. Привет. И это апдейт, долгожданный апдейт с демонстрацией работы лайтпака, даже двух лайтпаков с Уей, с Android консолью, которую мы так долго ждали и которую продемонстрировать работу с которой так давно вам хотели. В первую очередь я хотел бы поблагодарить всю команду Уи и лично Боба Милса за то, что он смог в кратчайшие сроки взять и отправить нам приставку, она до нас добралась. Действительно, неделю назад мы здесь немного поковырялись с прошивкой, поковырялись немного с нашим прототипом и вот запустили все уже на ней, уже с обновленной прошивкой. Ладно, хватит болтовни, давайте ближе к делу. За моей спиной у нас традиционный наш любимый телевизор Samsung, который мы так часто поминаем, что ему уже, наверное, впору дать какое-то имя или там, отдельное название. На телевизоре установлено два лайтпака, то есть да, сейчас это демонстрация фактически вот Pledge мультипак, устройство теперь можно сериализовать, разумеется, все работает с одним устройством, работает уже с двумя, с тремя, с четырьмя, это не такая проблема сделать их поддержку. Оба лайтпака подключены через самый обычный USB-хаб, подключены к USB-хосту консоли Уи. Уи, разумеется, имеет root, прошивка на ней стоит Android 4.2 с оболочкой непосредственно самой Уи. Захват, который вы сейчас наблюдаете, он очень сильно схож с тем, что мы показывали вам в нашем пятом апдейте, где показывали вам Android Stick, то есть захват с Android Stick MK809. Захват работает в играх, несмотря на то, что консоль, разумеется, игровая, она ориентирована на игры. Оболочка Уи построена таким образом, чтобы довольно в агрессивной форме прибивать все приложения в фоне. То есть вы не можете поставить на паузу одну игру, начать другую и сохранить при этом прогресс в первой. Вот. Но, как вы видите, у нас захват, наш софт работает везде, работает он в самой оболочке, работает он в играх, работает он в стриминговых сервисах. Тимур, я не знаю, покажи там Twitch TV ребятам, я не знаю, какой-нибудь что ли. Работает он в XBMC, поставили мы сюда медиацентр XBMC, его тоже, я надеюсь, Тимур вам покажет чуть позже. На самом деле захват не является точной копией того, что мы показывали вам в пятом апдейте, потому что мы довольно серьезно изменили архитектуру самого приложения, перенесли некоторые функции в сам демон. Возможно, позже, когда-то мы в апдейтах вам расскажем, как это конкретно работает, если кому-то из вас интересно вдруг. Захват сейчас стал значительно стабильнее, и он работает по-настоящему в фоновом режиме. Буквально 2 дня назад мы передали все эти наши наработки дружественной команде, которая будет заниматься разработкой мобильного приложения, которая постарается уложиться в срок, и все наши вот эти вот прототипы сыренькие превратит в приложение, которым будет удобно пользоваться вам. Фактически это все, что мы вам хотели рассказать. Демонстрацию, я думаю, вы посмотрели за моей спиной немножечко. Следующий апдейт у нас на очереди видеоапдейт про Raspberry Pi, потому что мы вам это обещали. Более того, Митя у нас сейчас находится где-то на пути между Гонконгом и Шэньчжэнем, и я надеюсь, что к концу этой недели мы сможем подготовить небольшой апдейт. Наверное, он будет даже без видео, но мы расскажем, зачем Митя ездил в Китай, чего он там добился, и, в общем, какие-то новости от него будут. Наверное, на этом можно закончить. Я хочу вам сказать, чтобы вы не отключались. До новых встреч!